Одна из причин головной боли при выборе бутс – большое количество типов подошвы. Причем с проблемой выбора сталкиваются не только родители, которые впервые хотят своим детям купить футбольную обувь, но и даже опытные ребята. Я регулярно на любительских турнирах встречал игроков, которые неправильно выбирали тип подошвы и от этого всячески страдали. Бутсы портились, сами футболисты поскальзывались и даже получали травмы. Эти ребята относятся к вопросу подбора футбольной обуви легкомысленно, и я бы не хотел, чтобы наши подписчики поступали так же. В этом видео я расскажу обо всех разновидностях подошв бутс и объясню, какой для какого покрытия лучше всего подходит. В вопросе разберемся окончательно. Можете это видео даже сохранить как памятку, вряд ли оно когда-то потеряет актуальность. Но перед тем как начать, напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon.bet, которая на премии BR Awards была официально признана самым надежным букмекером России, в чем мало кто сомневался. Ссылка на Марафон внизу, а мы начинаем. Подошва бутс чем-то напоминает шины в автоспорте. Куча разновидностей под любую погоду и тип покрытия. Если на первый взгляд отличия вроде как понятны, обувь с шипами в футзалке, например, перепутать сложно, то если присмотреться, появляются вопросы. На данный момент можно встретить до 5 разновидностей одних и тех же бутс по типу подошвы. В цене сильных отличий нет. Две пары одного уровня для разных покрытий стоят плюс-минус одинаково, либо с очень небольшим отклонением. Бутсы с железками попадаются чуть-чуть дороже. Так какие же бывают типы газонов и главное, какие бутсы под них выбирать? Пройдемся подробно по каждому из вариантов. Начну с самого популярного варианта. Бутс с пластиковыми несъемными шипами, которые имеют в названии аббревиатуру FG, что расшифровывается как Firm Ground – твердая почва. Отсюда становится понятно, для каких газонов они предназначены – натуральные сухие или слегка влажные покрытия. Хочу подчеркнуть, что трава должна быть именно настоящей, хотя многие по ошибке в такой обуви играют на синтетике. Искусственное покрытие имеет другую структуру. При низком ворсе вы получите очень плохое сцепление и будете просто ездить по полю как на коньках. Также из-за слабого погружения шипов в газон вес вашего тела распределится только на них, ведь вся стопа не соприкоснется с покрытием, а это риск испортить бутсы. Отломанные куски подошвы – частая болезнь после такого использования. Ну и на суставы нагрузка увеличивается. На поле с высоким синтетическим ворсом ваши шипы будут наоборот очень глубоко проникать в структуру и стопа потеряет маневренность при поворотах, а это гигантский риск травмировать связки. Я играл в таких на синтетике. Хорошо, что все обошлось без сильных повреждений, но боли в ступне и коленях я ощущал. Также, если натуральный газон очень влажный и мягкий, например, во время или после дождя, такой тип обуви вам также не подойдет. Длины шипов не хватит для классного сцепления на размокшем грунте, вы будете поскальзываться. Бутсы типа FG регулярно используются профиками, они перед матчем обязательно изучают газон и уже из этого исходят при выборе обуви. Пластиковые шипы могут быть разной формы в зависимости от бренда бутс или силуэта. Конический вариант часто применяется в моделях, которые позиционируются как обувь для полузащитников. Футболисты этого амплуа постоянно используют резкие маневры и повороты. В линейках для скоростных игроков применяются плоские шипы, которые позволяют классно сцепляться с газоном и делать быстрые рывки. Они идеально входят в газон и помогают резче отталкиваться при беге. Также можно встретить смешанный тип подошвы как с плоскими, так и с круглыми или полукруглыми шипами. Для тех, кто ищет баланс между маневренностью и рывками. Следующий тип бутс имеет название аббревиатуру SG или SG Pro. Расшифровывается как Soft Ground – мягкая почва. Главная особенность этой обуви – железные откручивающиеся шипы, либо шипы с металлическими наконечниками. Считается, что такую обувь изобрел Адольф Даслер, основатель Адика, и впервые применил ее в финале чемпионата мира 54. Тогда встречались команды Германии и Венгрии, и немцы были явными андердогами. Первая игра между этими сборными на групповом этапе закончилась 3-8. Перед решающей битвой прошел ливень, и Даслер применил свое изобретение. Вкрутил в бутсы игроков сборной Германии железные удлиненные шипы. Встреча завершилась сенсационной победой немцев 3-2. Бутсы с железками нужно использовать только на натуральных, мягких и влажных газонах, например, после ливня. Благодаря более длинным шипам вы получите улучшенное сцепление и будете устойчивыми. Профессионалы используют такую обувь не только в дождь, так как современные поля почти всегда увлажняются перед матчами. Раньше чаще встречались шестишиповые модели.
2 сзади и 4 спереди. Главным недостатком было распределение веса всего на 6 точек, что могло доставлять дискомфорт и вообще негативно влиять на вашу стопу. Современные же модели скорее можно назвать гибридными. Железные шипы стали разбавлять пластиковыми для лучшей устойчивости и маневренности. Основной проблемой при игре на влажных газонах всегда было прилипание грязи, что доставляло дискомфорт. Бутсы становились тяжелее и теряли сцепление. Компания Nike нашла способ решить эту проблему. Современные модели железных шипов выполняются по технологии Anti-Clog. Это специальное покрытие, которое отталкивает любую грязь при первом попадании влаги. Шипы становятся как будто жирными. Это реально работает и решает проблему. Некоторые ребята умудряются юзать такие бутсы на сухих газонах и даже на искусственных. Я этого делать категорически не рекомендую. Ваша стопа не получит правильного погружения в газон, и удлиненные шипы просто будут впиваться вам в ногу. Также могу сказать, что бутсы с железками не используются в детском футболе. Официального запрета на них нет, но производители практически не выпускают таких моделей для детей до 38 размера. Третий вид бутс с шипами имеет в названии пометку AG – Artificial Grass – искусственная трава. Это, пожалуй, самый новый тип футбольной обуви, который только-только становится популярным в России. Данный тип предназначен для синтетических полей новых поколений с высоким ворсом и большим количеством крошки. Именно эти бутсы идеально подходят под такой газон, а не классические версии FG или сороконожки. Подошва в них состоит из круглых, более коротких пластиковых шипов, которых, как правило, больше, чем в версии Firm Ground. Ключевая фишка – отверстия внутри, напоминающие кратеры. Такая структура помогает вашей стопе быть более устойчивой и маневренной на синтетике. Шипы идеально входят в мягкую искусственную траву и крошку. Также в этих бутсах имеются дополнительные укрепления в области носка и пятки для долговечности. Синтетический газон довольно сильно изнашивает бутсы. Разницу можно заметить в сравнении с теми же моделями для твердого грунта. Если же вы играете на искусственных полях старых поколений, у которых нет крошки, а под ковром находится бетонное основание, бутсы AG вам не подходят. Дальше бутсы с приставкой TF – AstroTurf. Название произошло от первых синтетических газонов. У нас такую обувь называют сороконожками. Они идеально подходят как раз для синтетических полей старых поколений. На таких газонах ворс, как правило, короткий и в целом довольно твердое покрытие. Подошва сороконожек состоит из множества маленьких резиновых шипов, которые дают идеальное сцепление на такой поверхности. И обувь с плоской подошвой, и бутсы с длинными шипами на таких газонах будут по ощущениям напоминать коньки. Сцепление станет просто ужасным. Сороконожки довольно сильно отличаются по структуре от моделей с длинными шипами. Как правило, в такой обуви имеется промежуточный слой подошвы для лучшей амортизации на твердых покрытиях. Можно сказать, что данный вид обуви самый универсальный, особенно для наших реалий. В них комфортно играть практически на любых синтетических газонах, в том числе нового поколения. Правда, если пройдет снег или дождь, то будет скользко, и бутсы AG все же предпочтительнее. Некоторые ребята экспериментируют и играют в них в зале. Затея, честно говоря, так себе. В этом случае ваша стопа не будет полностью соприкасаться с паркетом, что повлияет на сцепление. Я же пробовал в многошиповках играть на натуральном газоне. Тоже результат не порадовал. Грязь забилась в подошву моментально, и я пару раз упал. Кстати, оригинальные сороконожки вы всегда можете купить в магазине наших друзей fancar.ru. Там найдете как модели новых коллекций популярных брендов, так и неплохие предложения с хорошим сейлом. Ну а чтобы дополнительно сэкономить, примените при заказе этот промокод и получите скидку в 10%. Уже сейчас можно сделать себе подарок на Новый год. Ссылка в описании. Обувь для футзала имеет плоскую подошву и помечается в названии буквами EN, что расшифровывается как Endure в помещении. Так же, как и сороконожки, бутсы для зала имеют улучшенную амортизацию за счет промежуточного слоя, ведь покрытия в помещении довольно твердые. Такая обувь идеально подходит для деревянных и резиновых зальных покрытий, для уличных коробок с плоской поверхностью. Как вы могли догадаться, для физры футзалки самое то. На любых газонах по понятным причинам эту обувь использовать бессмысленно, будет очень скользко. Чтобы максимально охватить несколько областей применения, производители порой выпускают гибридные модели. О комбинации железных и пластиковых шипов я говорил выше. Это позволило футболистам в некоторых случаях отказываться от моделей FG.
Раньше Адик выпускал бутсы с названием FGAG для натуральных твердых газонов и синтетики нового поколения. Сейчас от этой идеи решили отказаться в пользу разных типов. Nike же в любительских версиях некоторых силуэтов сейчас выпускает модели с аббревиатурой MG – Multi-Ground. Это также гибридная версия для синтетики и твердых натуральных газонов. В целом неплохой бюджетный вариант для тех, кто играет в футбол нерегулярно. Профессионалам таких комбинаций Nike не предлагает. А еще в некоторых сороконожках американского бренда, например Tempo, можно заметить слегка удлиненные шипы, которые с виду напоминают структуру AG. По факту это не гибрид, никаких спецобозначений нет, но думаю Nike хочет сделать свои многошиповки более универсальными. В качестве резюме хочу сказать, что следует максимально правильно подбирать обувь под покрытие, на котором вы играете. Понятно, что довольно накладно иметь в гардеробе все 5 типов обуви, поэтому нужно подходить к покупке с умом. Если вы играете в зале большую часть времени, без футзалок никак. Только они подходят для плоской поверхности. Чаще рубитесь на натуральной траве? Сделайте выбор в пользу Boots FG в первую очередь. А позже, по возможности, постарайтесь приобрести недорогую пару SG на случай погодных форс-мажоров. Это будет еще актуальнее, если ваша стопа перестала расти. Тогда запасные бутсы с железками прослужат очень долго. Ну а если вы сражаетесь на дворовых коробках или на любительских турнирах типа LFL, ваш выбор — это сороконожки. Пусть они не так круты на новой синтетике, как бутсы AG, но зато они идеальны для старых искусственных покрытий, которые на таком уровне пока встречаются чаще. Задумываться о бутсах с шипами в виде кратеров стоит, если вы прям регулярно тренируетесь и играете на современных крутых газонах. Надеюсь, это видео было вам полезным и вы поставите лайк. Рекомендую поделиться роликом с теми ребятами, которые неправильно подбирают бутсы. Сделайте доброе дело, избавьте их от проблем. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосы. Там будет много всего интересного. Зацените наши прошлые ролики тут, тут и тут. Ну и заходите ко мне в Инстаграм. Я Юра Русанов, Мяч Лаб. Пока.